Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Power Device. В этом видеоролике поговорим о прослушивании музыки на разных интернет-ресурсах. К примеру, ВКонтакте, YouTube и YouTube Music. А если быть точнее, то в этом видео я поделюсь с вами фишками о том, как можно прослушивать музыку с выключенным экраном на этих ресурсах, что очень удобно. К примеру, смотрите, если мы зайдем в приложение ВКонтакте, все сервисы, музыка. Ни для кого, наверное, не секрет, что в этом сервисе присутствует огромное количество музыки, как современной, самой свежей, так и старой, на любой вкус. Просто в поиске вбиваем исполнителя и название. По своему опыту скажу, что здесь можно найти современные свежие треки, которые есть далеко не на всех сайтах. И смотрите, например, мы запускаем какой-то трек, блокируем телефон, трек тут же выключается. Воспроизведение продолжится только тогда, когда вы разблокируете телефон. И смотрите, вот здесь всплывает такое уведомление. Слушать музыку в фоне можно только с подпиской. То же самое, друзья, если мы зайдем, например, в приложение YouTube Music, воспроизводим какой-то трек, блокируем, он тут же останавливается. И опять же, если мы зайдем в приложение YouTube, воспроизводим трек, раньше, например, на Xiaomi, вот здесь было ушко, на него нажимаешь и экран телефона выключался. При этом музыка продолжала играть. Сейчас на многих моделях Xiaomi убрали эту функцию. И убрали ее не только на Xiaomi, но и на большинстве других Android телефонов. Посмотрите, друзья, я на YouTube воспроизвожу любое видео, блокирую телефон, музыка продолжает играть. То же самое я могу делать, например, в приложении YouTube Music. Музыка все так же воспроизводится. Итак, как же все это сделать? Сразу скажу, что в ролике речь пойдет о двух приложениях. Вы сможете использовать как два приложения, так и одно. Выбор за вами. Сейчас все объясню. Сразу забегая немного вперед скажу, что одно приложение это браузер, а второе для блокировки экрана во время воспроизведения. Полную версию приложения для блокировки вы сможете скачать в моем Telegram. Ссылка будет в описании под этим роликом. Не забывайте подписываться на мой Telegram, сюда я скидываю много полезных файлов, и так вы ничего не пропустите. Как же этим пользоваться? Давайте начнем с браузера. Зайдите в Play Market, в поиске пишем вот такое название Brave. Устанавливаем данный браузер себе на телефон. Сразу скажу, что это никакая не реклама, просто данный браузер действительно подходит. Конечно, не только он способен выполнять такие функции, но он один из лучших. Итак, мы установили его, открываем. Здесь нужно дать все разрешения, которые он попросит. Далее в нижнем правом углу нажимаем три точки. Настройки. Спускаемся немного вниз, заходим во вкладку «Медиа». Активируем данную галочку «Фоновое воспроизведение». Перезагрузить сейчас. Здесь внимание, когда вы нажмете «Перезагрузить», браузер просто сворачивается, но не закрывается. Откройте фоновые процессы и закройте его. А потом заходим в него снова. И тогда все заработает. Сперва покажу, как это работает с YouTube, а потом с YouTube Music. Там будет интересный момент. В поисковой строке браузера просто вводим YouTube и заходим на сайт. Открываю любое видео. Все прекрасно работает. Далее смотрите, я захожу в приложение YouTube Music. Если вы здесь слушаете музыку, то у вас могут быть свои подборки. Заходим в какие-то подборки, сверху нажимаем «Поделиться», «Копировать ссылку», возвращаемся в наш браузер, нажимаем вот сюда, плюсик «Новая вкладка». В строку вставляем ссылку, которую мы скопировали. «Перейти». Открывается такая же подборка, которая у нас была в приложении. Теперь здесь вы можете воспроизводить любой трек и блокировать телефон. Треки продолжат воспроизводиться. Причем отмечу, когда один трек заканчивает играть, автоматически переключается следующий. Все очень удобно. Но, конечно, если вы здесь полностью хотите свои подборки и предпочтения, лучше нажмите «Войти» и авторизируйтесь. Теперь перейдем к ресурсу ВКонтакте. Открываем новую вкладку и здесь обязательно нажимаем три точки. Настройки. В самом верху защита и конфиденциальность, спускаемся немного вниз, находим другие настройки конфиденциальности и снимаем вот эту галочку. Разрешить открывать ссылки на приложения в других приложениях. Теперь без проблем можно открывать различные ресурсы именно внутри этого браузера. В поиске пишем ВК, переходим на сайт, авторизируемся, нажимаем еще, музыка. А дальше вы уже все знаете. В поиске набираем исполнителя или трек.
Воспроизводим. Блокируем телефон. Пожалуйста, все воспроизводится. Таким образом, в данном браузере вы просто можете сохранить вот эти вкладки, либо добавить их в закладки. И когда вам нужно заходить в какой-то ресурс и при выключенном экране прослушивать музыку, электронные книги и так далее. Перейдем к приложению, зачем же оно нужно. Если вы, например, не хотите пользоваться этим браузером, а пользуетесь только исключительно приложениями, тогда запускаем данное приложение, ОК, нас перекидывает в нужные настройки, находим здесь наше приложение Black Screen, включаем галочку поверх других приложений, шагаем назад, теперь здесь ставим первую галочку и вот эту, в середине я оставляю отключенную, теперь вот здесь включаем. Сверху в шторке у вас должно появиться вот такое уведомление. Теперь я захожу в какое-то приложение, например, ВКонтакте, воспроизвожу любой трек, открываю шторку, нажимаю лог, закрываю шторку. Как же вообще работает данное приложение? Сразу здесь делаю такую ремарку, что больше всего оно подойдет для AMOLED дисплеев. Когда мы блокируем свой телефон на кнопку, активируется система пароля и соответственно выключается экран. Но когда мы через данное приложение блокируем экран, то система пароля не активируется, но выключается только экран. То есть по сути наш телефон не блокируется, но у него полностью гаснет экран, что экономит нашу батарею. Он не нагревается и батарея не разряжается. И вот как раз таки только на AMOLED дисплеях экран гаснет полностью. Остаются только вот эти часы. Чтобы включить экран, касаемся и нажимаем разблокировать. Все просто. Далее предположим, что вы послушали музыку или аудиокнигу. Чтобы выключить это уведомление, зайдите в приложение и снимите галочку. Оно исчезнет. Друзья, расскажите, пожалуйста, в комментариях, а какими подобными способами пользуетесь вы. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Ставьте лайк данному видео, делитесь им с друзьями. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.